В сегодняшнем видео я вам расскажу свою стратегию, которая позволяет мне брать довольно неплохие точки входа. Сейчас прямо перед вами на экране вы видите мою точку входа в продажу. Вот здесь выход. И причем подобные точки входа я делаю достаточно часто. Вот днем ранее моя точка входа в продажу, вот здесь выход по той же самой стратегии, которую я использовал в предыдущей сделке. На медне я рассматривал свои сделки, но там, наверное, каждая третья сделка подобного сценария. Вот тоже точка входа в продажу, вот здесь выход. Сейчас расскажу, как брать такие сделки. Эту стратегию я буду показывать на 5 минутах, но вы можете использовать любой интервал. Я пробовал его торговать и на 30-секундных графиках, и он блистательно работает. Я пробовал его торговать и на дневках, тоже довольно неплохо работает. Выше дневок не пробовал, поэтому там уже смотрите сами. Но на периоде от 30 секунд до дневок это работает, и опять-таки я это использую достаточно часто. Следующее, что тебе необходимо вначале оценить всю рыночную ситуацию. Ну, то есть, что у тебя происходит на рынке. Обычно я рекомендую вам просто перейти на вышестоящий временной интервал. Напомню, мы торгуем 5-минутку. Умножь свое значение на 6. В нашем случае нам нужно открыть 30 минут. То есть 5 умножим на 6, получаем 30. Открываем с вами 30 минут. Опять-таки величина условная, во многом зависит от того, как вы собираетесь торговать. В общем, подберете что-нибудь свое. И здесь нам необходимо сделать тот анализ рынка, который обычно делает трейдер. Да? Здесь весь канал мой вам поможет. То есть вам нужно понять направление вашей сделки, куда вы будете сейчас открывать позицию и куда вы будете вообще в принципе рассматривать рынок. Здесь можете использовать различные графические модели. В моем случае у нас есть одна вершина и вторая вершина. Можем сказать, что это двойная вершина. Да, можем вот использовать графический анализ. Мы также можем использовать здесь price action, например, да, анализ просто цены. Обращаю внимание, что вот у нас было движение наверх, из-за чего мы говорим о том, что тут у нас был очень мощный покупатель. Сразу после этого рынок ушел вниз. Это говорит о том, что здесь встретился серьезный продавец, который оказался больше этого покупателя. Рынок вновь подходит к этой области, из-за чего формируется то же самое, только в данном случае уже продавец проявляет агрессию. И поэтому у нас появляется вот эта большая медвежья свеча, которая указывает на агрессию продавца. Хорошо, с направлением мы определились. Здесь у нас двойная вершина, можно увидеть и продавца здесь мощного. Также, если очень часто мне в комментариях пишут, что технический анализ без кластеров не работает, все работает, ребята. 5 лет назад я тоже думал, что теханализ без кластеров не работает, и использовал эти кластера. Первое видео мои откройте и посмотрите. Все работает без кластеров, и кластера вам здесь не нужны. Вам не нужно покупать дорогущее программное обеспечение. Это, конечно, выглядит по-трейдерски, но что толку от этого, если вы на рынке не зарабатываете? Окей, мы определились, что здесь нам необходимо делать сделку на продажу. Теперь переходим на нижестоящий временной интервал, с которого мы начинали. В моем случае это 5 минут. Здесь нам необходимо обратить внимание, как рынок двигается. И вот здесь важный элемент. В случае, если рынок формирует такую наклонную линию, мы ставим эту наклонную линию и следим, что будет делать рынок. В случае, если рынок закроется, в моем случае, поскольку пример медвежий, ниже этой наклонной линии, мы можем искать точку входа на продажу. С нашим стоп-приказом за этим коленом и тейк-профитом на ближайшем минимуме. Здесь есть важный элемент. Если вы обратите внимание, рынок неоднократно пробивал эту косую линию, да, трендовую линию. Однако нам важно закрытие. Это очень часто ошибка. То есть вы должны дождаться движения свечи, и свеча должна здесь закрыться. Причем вы должны понимать, что она действительно закрылась. То есть это не должно быть кратковременное закрытие. Знаете, иногда такое бывает, когда рынок быстро двигается, да, и вот здесь вот, грубо говоря, случайно он закрылся. Это не должно быть случайно. В идеале, вот если вы начинающий, дождитесь даже, наверное, второй вот здесь свечи, когда вы увидите здесь вторую свечу за этой наклонной линией, вам нужно входить в позицию. Почему это сработает? Потому что все это время, когда рынок шел наверх, знаете, как говорил мой сенсей в самом начале, когда я только обучался лет 14 тому назад, он говорил, цена это как реклама, она всегда привлекает к себе трейдеров и инвесторов. Если рынок двигается наверх, кого он к себе привлекает? Ну, конечно же, покупателей. И чем больше рынок двигается наверх, тем больше покупателей заходит в позицию. Как следствие, если рынок по каким-то причинам начинает двигаться вниз, начинают срабатывать их стоп-приказы. То есть они начинают выходить из своих убыточных позиций.
вследствие чего рынок движется вниз. И здесь происходит лавина стопов, как я это называю. То есть один стоп-приказ захватывает другой стоп-приказ, тот захватывает третий стоп-приказ, и происходит полноценное дальнейшее движение вниз. Так это работало, так это работает, так это и будет работать. Еще когда я только начинал изучать весь этот процесс, так это уже работало и продолжает работать. Во всяком случае, я беру такие сделки, я вам их показывал, и довольно неплохо они вывозят. Вот у нас происходит эта ситуация. Вот у нас раз произошло закрытие ниже этой наклонной. Вот у нас 2 произошло закрытие ниже этой наклонной. Целая свеча произошла ниже этой наклонной. Это означает, что здесь сейчас будут стопить вот этих вот товарищей, которые здесь заходили. Важный элемент. Обратите внимание, что я здесь продаю не потому, что мы пробили наклонную, а потому что у нас есть вышестоящий временной интервал, который направлен вниз, и при этом у меня есть наклонная, которая дает мне точку входа. То есть это, грубо говоря, сигнал. Рынок мне сигнализирует: давай продавай сейчас всех этих хомяков, пойдем стопить, давай зарабатывать на этом. Вот так это нужно делать. Если вы увидите подобную ситуацию, но при этом на вышестоящем таймфрейме у вас будет картина расторговываться наверх, то есть, грубо говоря, сделка будет проситься наверх, вам нужно игнорировать тогда этот сигнал. Мы его используем только тогда, когда он сходится с общей картиной. Что касается стопа. Стоп смотри по обстоятельствам. Можешь поставить его вот сюда. Можешь поставить его вот сюда. Потому что если ты поставишь его вот сюда, и рынок по каким-то причинам, например, вернется назад, выбить тебя по стоп-приказу, то это означает, что эта трендовая линия еще жива, и она дальше будет продолжать свое существование, так сказать. Также смотри за своим тейк-профитом. То есть вот эта величина, которую я обозначил, ближайший крупный минимум, рынок может до нее не дойти, учитывая это. Иногда бывает такое, что рынок не доходит буквально пару пунктов и разворачивается. Поэтому если ты видишь, что ты очень близко находишься к своему тейк-профиту, и рынок уже здесь рисует там двойную донышко в моем случае, либо появление вот таких свечей с таким телом, уходи с рынка как можно скорее, потому что, скорее всего, рынок развернется в обратную сторону. И вот мы дошли до нашего тейк-профита. Вот наша сделка. Хорошо, еще раз, вот что тебе важно. Первое. Определи направление на вышестоящем таймфрейме. Второе. Определи наклонную. Третье. Подожди движения за эту наклонную, и чтобы рынок закрепился за ней, то есть произошло полноценное закрытие. Четвертое. Можешь заходить в позицию прямо по рынку с выставлением своего тейк-профита и стоп-приказа. Пятое. Стоп-приказ нужно выставлять на ближайшем крупном минимуме либо максимуме, в зависимости от того, куда это движение направлено. Стоп-лосс смотри по обстоятельствам. Лучше, конечно, ставить его вот сюда, но если ты понимаешь, что тебе не хватает соотношения риска к прибыли, можешь пожадничать и поставить сюда. Вот еще один из примеров. Здесь я тоже делал сделку. Итак, переходим на вышестоящий таймфрейм. В нашем случае это 30 минут. Определяем, что у нас на 30-минутном графике. Здесь уже явно сформировался медвежий тренд. Каждый последующий максимум у нас становится ниже предыдущего. Здесь явно прослеживается медвежий тренд. Хорошо, теперь определяем, до каких величин этот тренд может дойти. В нашем случае стоит определить середину вот этого большого движения. То есть примерно где-то уровень 60700, то есть примерно где-то вот сюда. То есть запас движения у нас здесь присутствует. Здесь вот сделайте небольшую себе пометочку в тетради. Если вы замечаете, что на рынках тренд, вы близки к его завершению. И если вы понимаете, что на рынках тренд, вам очень важно понимать, где этот тренд может закончиться. Потому что, еще раз, если вы поняли, что на рынках тренд, вы очень близки к завершению. Поэтому всегда проверяйте запас хода, если ловите себя на мысли, что здесь тренд, что я сейчас и сделал. У нас здесь есть запас хода очень большой. Обычно рынок движется до середины самой крупной волны. Вот у нас самая крупная волна, здесь у нас середина. Плюс-минус где-то вот эта область. Отмечаем с вами эту область. Поскольку у нас нисходящий тренд, естественно, мы ожидаем, что рынок пойдет дальше вниз. Обращаем внимание теперь на локальную ситуацию. Вот у нас было движение наверх, бычья волна. Рынок пошел вниз, проколол середину этой бычьей волны и сейчас начинает ее тестировать с обратной стороны. В данном случае опять мы видим ту же самую наклонную линию. И теперь мы выставляем эту наклонную линию и ждем, пока рынок ее пробьет вниз. Почему мы ждем опять-таки здесь движения вниз? Во-первых, у нас на вышестоящем таймфрейме все направлено вниз. Во-вторых, здесь мы видим, что рынок пробил середину вот этой большой волны.
и откатил к ней с обратной стороны, что тоже является признаком движения вниз. Но чтобы зайти в позицию, у нас должен появиться сигнал. Сигналом служит пробой вот этой наклонной линии. Вот у нас произошло это событие. Вот у нас произошел пробой этой наклонной линии. Рынок закрепился ниже нее. Это означает, что все товарищи, которые вот здесь заходили в покупку, сейчас будут терпеть убытки, вследствие чего цена у нас пойдет дальше вниз. Хорошо, выставляем здесь наш стоп-приказ и take profit. В нашем случае выделяем самый крупный ближайший минимум, то есть примерно где-то вот здесь. Стоп-приказ здесь можно поставить вот такой. И мы сразу дошли до нашей цели. По-хорошему здесь, если бы вы следили, вы бы здесь не вышли. Но мы работаем сейчас, знаете, как алгоритм, проверяем эту торговую стратегию. Поэтому здесь мы вышли по take profit. А по-хорошему, там где я выходил, я показываю вам свою сделку с реального счета. Здесь, в данном случае, где я выходил, вот точка входа, вот точка выхода. Я вышел просто по времени, то есть когда закончилось время торговой сессии. А до этого я держал эту сделку, и здесь не было даже поводов для того, чтобы выйти, потому что рынок просто валился вниз, и здесь, дурак бы здесь заработал это точно. И давайте я покажу третий пример уже на исполнившейся сделке. Обрати внимание, здесь произошло то же самое. Это следующий торговый день. То есть у нас, напомню, есть медвежий тренд на вышестоящем таймфрейме. У нас происходит откат. Ставим здесь наклонную линию. Ждем пробоя этой наклонной линии. Происходит пробой, заходим в позицию, выходим, когда рынок здесь развернулся. Здесь, кстати, можно было торговать и пробой вот этой наклонной линии, но про это я расскажу в следующий раз, поскольку здесь сделка против тренда. Она требует себе немного другого подхода, про который я расскажу в следующий раз. Поэтому буду благодарен тебе, если ты подпишешься на канал, чтобы как раз таки не пропускать подобные видео. Что ж, давай еще раз закрепим весь этот пройденный материал. Первое. Оцени ситуацию на вышестоящем временном интервале. Второе. Определи потенциал, куда рынок может дойти. Третье. Открой нижестоящий временной интервал. Четвертое. Если ты заметил наклонную линию, поставь ее. Пятое. Жди пробоя этой наклонной линии и закрепления. И шестое. Определи свой take profit и определи свой стоп-приказ. И самое главное, не забывайте про первый пункт. Все это делаем только в сторону общей картины. Не забывайте про это. Чтобы не тратить тебе огромное количество времени, я порекомендую еще тебе также пройти мои курсы обучения. Ссылка на них находится в описании. Тебе не нужно будет просматривать миллион вебинаров, изучать какие-то пустые семинары, в которых одна вода и нет никакой информации. Я собрал тебе все в одном месте. Ты один раз пройдешь мой курс обучения и забудешь про эти бесконечные лекции на ютубе, рутубе и так далее. Один раз просмотришь и сконцентрируешься на торговле. Начнешь зарабатывать деньги на рынке. Впереди, сами понимаете, что впереди жесточайший кризис. Сейчас еще начались первые весточки, уже мне в личку пишут: Артем, а как зарабатывать деньжат? Я говорю сразу, идите в трейдинг. Если вы сейчас им не займетесь, я не знаю, чем вы будете заниматься. Вариантов для развития бизнеса и так далее попросту сейчас нет, не те времена. У вас сейчас два пути. Первый путь. Вы закрываете это видео, говорите, что я мошенник, кидала и так далее, что все плохо и так далее, что трейдинг это лохотрон, пробовал, не получилось. И через 10 лет вы встречаете моих студентов на новеньких, красивых машинах, которые будут проезжать мимо вас. Мимо вас, который будет стоять на обочине жизни. И второе. Вы изучаете, что такое трейдинг, пишите свою торговую систему и начинаете зарабатывать в сложное время. Времена сложные, сами понимаете. Ссылка на все находится в описании. Перейдете, ознакомитесь, все устраивает, приобретайте и вперед в мир трейдинга. Зарабатывайте. Счастливо!